Всем привет! Данное видео будет посвящено теме питомцев. Для вашего понимания сразу скажу, что у нас идет сейчас по времени вторая неделя континентальных боссов. И за это время, вот как четвертый сезон начался, я уже успел сделать кошака, такого трясима, чисто под воронку, под команду разъедания. Успел сделать оленя под арену. И у меня в процессе идет еще и сундук. То есть я уже заканчиваю третьего питомца делать. Как быстро вообще все это делается, я сейчас расскажу в этом видео. Для начала рассмотрим, в принципе, таланты, которые я брал для оленя. Статы я чуть-чуть позже еще подобью ему. Допустим, вот этот талант, тут, просто я его не стал менять, есть как бы да и есть. Так же, как и с атакой. Это не столь важно здесь, в принципе, все заменяемо. Основные таланты это ускор, потом блок, что неплохо помогает. И именно благодаря вот этим двум серым талантам мне более-менее стало получаться бороться с очень жирными командами. Это на точность и на сопротивление. Тут его не так много, но все равно оно дает о себе знать. Сундук также пока что в процессе. Мне не хватает таланта на ускорение, но эту проблему я решу скоро. И то не факт, как бы, что он мне пригодится, так как я думал, что буду босса бить через команду ледяного взрыва, но, скорее всего, буду вынужден бить все-таки через неустрашимость. Но, опять-таки, скорее всего, где-нибудь, когда-нибудь он все равно пригодится. Поэтому сундучок пока такой. И, собственно, просто идеальный пет для воронки. Тоже очень быстро получилось его сделать. Исключительно под команду разъедания. Получается, каждый талант я тестировал на тестовом и выбрал именно таланты, которые дают максимальный профит. Это талант от сила стервятника, далее преследование астролита на 10 крит урона, 3% урона и два новых таланта от оленя. Это урон по одиночной цели, это именно под воронку, и урон от зональных эффектов. Как максимально быстро и эффективно сделать себе питомца с хорошими талантами и с характеристиками. Допустим, при создании своего кошака под воронку я не потратил ни одного редкого свитка. Мне пришлось потратить только тот, который, мы можем купить 4 штуки. Это на вот такой серый талант. Вот. А вот эти я все сэкономил и потратил уже на другого питомца, в принципе. Как вообще правильно слиять питомцев? Очень важный момент – это процесс именно подготовки питомцев для слияния, которых мы будем слиять. Еще только на этапе, когда они у нас фиолетовые, мы уже тогда выбираем питомцев с нужными нам талантами и уже апаем их вплоть до мифических без потери вот этих талантов. Далее, когда наши питомцы готовы, мы их, в принципе, делим на несколько категорий. Это те, которые трехталантные, они будут, получается, давать больше прогресс в прокачку. И герои с двумя талантами, они менее рискованные, чуть позже объясню почему. И их уже лучше использовать после тех, которые с трех талантами. Объясняем почему. К примеру, есть у нас вот такой кошак, да. Мы начинаем его заливать, апаем до четвертого. Можно, кстати, это делать уже питомцами, которые вот с нужными талантами. И если идет замена на нужную, соответственно, мы сохраняем прогресс. Если нет, то просто отменяем. На характеристики мы внимания вообще никакого не обращаем, потому что многие на этом зацикливаются изначально. И в этом, в принципе, есть их проблема, потому что они смотрят, там какой-то прок не тот, статы не те. Это делается все вообще потом, и как это делается, я тоже объясню. Но пока мы не апнем все 6 талантов, вообще не смотрим какие. Даже если нам надо, допустим, там атака-защита, а у нас там защита ОЗ, они там вообще синие, никакого значения это не имеет. Все это легко исправимо, и далеко не в первую очередь приоритет стоит на этом. Вот, допустим, мы апнули до 4 уровня, да, у нас есть какие-то 4 таланта. Предположим, что 3 из них нужные нам, один, какой-то ненужный. У нас в магазине есть свитки для этого, в принципе, но тратим их тоже в конце. Возможно, как и мне, тратить их вообще не придется. И стараемся делать так, чтобы именно нам не хватало, к примеру, вот этого таланта, да.
То есть в идеале, чтобы у нас было каких-то 4 именно высокой редкости, и в случае там какой-то неудачи мы могли заменить именно на вот такой серый. Как происходит вообще процесс слияния дальше? Вот тапнули мы на 4-й уровень его, начинаем заливку. В первую очередь кидаем именно трехталантные, потому что, во-первых, не дай бог произойдет какой-то прок, да, и произойдет замена. И, допустим, трехталанты, там какой-нибудь серый, да, ну, к примеру, вот такой. И все эти таланты прокнут и сделают замену. Соответственно, наш питомец становится ну просто бесполезный, потому что все таланты мы по сути потеряли. И будет уже под конец очень сложно что-либо сделать. Мы потратим очень много времени, да и не факт, что вообще в итоге получится что-то сделать. Поэтому, как бы, с учетом того, что это было в начале, да, и прок был очень неудачный, то мы можем, в принципе, отменить и особо не потеряв при этом ресурсов. Вот, ну, допустим, у меня вообще ничего не прокало, я просто заливал. Но в первую очередь, опять-таки, заливаем трехталантные. Все, они, допустим, закончились, начинаем добивать уже питомцами, где хотя бы один из талантов либо нужный нам, либо талант, который уже есть на питомце. То есть, если произойдет прок, то что произойдет? Один талант по-любому не заменится, потому что он у нас уже есть. И, соответственно, вот этот, который будет какой-то отличительный, да, он будет у нас пятым. Соответственно, также продолжается и прогресс, когда мы будем апать до 6-го уровня. Тоже вначале мы берем, начинаем заливать трехталантные, так как они больше всего дают прироста. Тоже заливаем. Если вдруг какой-то прок неудачный, то, в принципе, можно и отменить, да, потому что, когда у нас уже 5 уровня пет, и мы потеряем какие-то таланты, там, штуки 3, да, то, ну, это вообще грустно будет. А еще грустнее, если мы его почти до конца залили и кидаем какой-нибудь трехталантный, да, и происходит эта замена. И у нас будет выбор либо отменять, и просто куча ресурсов полетит в никуда, либо сохранять и иметь просто ну, ужасного питомца. Поэтому опять заливаем сначала трехталантные, потом также двухталантные с нужным нам талантом, который вы желаете, чтобы был шестым, либо хотя бы так, чтобы какой-то талант был уже у нас там, и один, который, допустим, прокнет, и его можно будет заменить свитком. Как вообще делал я? Я в процессе слияния, когда до 6-го уровня шел, у меня было, получается, 4 таланта нужных и один ненужный. Но у меня было 4 нужных именно высокой редкости. И получается, напоследок, ну, мне не хватало, допустим, таланта на 3% урона. У меня был вот такой вот дроид, я его оставил с вот этим вот талантом. И когда у меня полоска уже подошла к концу, получается, у меня было 4 таланта нужных, также в процессе слияния. Опять-таки, если какой-то талант прокает и происходит замена именно хорошая, то мы берем просто сохраняем и все. И, как я уже сказал, на статы вообще внимания мы не обращаем. Нам нужны только таланты. Все. И, допустим, вот у вас также получилось, что 4 таланта у вас нужных, один ненужный. Но все они именно редкие. Как бы свитки, которые серые, их можно купить 4. Это вообще просто с головой достаточно. И все. Когда я увидел, что у меня получается полоска заполнена почти, я докидываю вот этого пета. Соответственно, у нас идет прок, потому что все уже стопроцентное повышение уровня. И вот этот талант переходит как шестой. Соответственно, у меня появляется питомец, у которого уже 5 талантов нужных и один ненужный. И мы берем просто серый свиточек и, допустим, покупаем вот этот талант. Все. Получается у нас питомец с 6 хорошими нужными талантами, но кривыми статами. Как исправлять ситуацию? У меня вообще прокнуло с первого раза. Просто выбираем именно с хорошими характеристиками через банки. Вот, к примеру, кстати, вот этот пет был прям удачный именно с помощью этого кошака. Спасибо Лехе. У меня прокнуло. Опять-таки, обратите внимание, что разница с тем питомцем, с которым я показывал, по талантам, ну, довольно-таки большая, потому что у меня вот этот талант, я отказался от него. Этот талант тоже я не брал. То есть у нас разница 2 таланта. Но когда мы
слияние делаем именно банками, шанс на замену именно таланта не такой большой, как мы слияем именно своих питомцев. Почему-то прокает именно больше на статы. То есть вероятность, что произойдет замена талантов, крайне маленькая. Но она, тем не менее, все равно есть. И получается вот такого кривого по характеристикам питомца берем, слияем уже с питомцами наших там сагильдийцев, друзей. Если даже вдруг происходит замена таланта, и мы получаем талант, который нам не нужен, просто жмем «Отменить». Все, у нас банок сколько там, штук 6, 4-6 там, ну вот. В принципе, это довольно-таки достаточное количество, чтобы из 4 раз у нас хотя бы что-нибудь прокало. Но опять-таки берем, именно выбираем питомцев, которые, ну хотя бы там таланта 4 взято, тех, которые у нас уже есть. Именно этим самым мы понижаем шанс, что у нас зайдет именно ненужная нам замена. Ловим именно статы. У меня, допустим, тот кошак был вообще, ну, примерно вот такой же и был. Только защита и ОЗ были фиолетовые. Просто первое же слияние у меня апается и атака, и защита. То есть идет замена и характеристик, и сразу до уровня S. То есть вот это вот я сделал просто одной баночкой. Так что, в принципе, думаю, все поняли. По крайней мере, надеюсь на это. Кому что непонятно, в принципе, пишите либо в комментариях, либо в телеграм-канале. Опять-таки, еще раз напоминаю, что вот по той системе, как я сейчас рассказал, вот уже третьего питомца доделываю. Так что, думаю, стоит прислушаться и разобраться конкретно в этой теме. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.